Протокол полночь. Линия связи активна. Мира не будет? Или все-таки перерыв? Абу-Даби должен был стать тем самым местом, где система наконец-то выдаст чек согласованно. 2 дня, 3 страны, США, Россия, Украина. ОАЭ как холст, как площадка, как мы со всеми разговариваем. И что на выходе? Никакой подписи, никакой совместной бумаги, даже короткого с понедельника тишина или хоть каких-либо понятных ориентиров. Но вот что реально важно. Контакт был прямой. Не через посредника, не передали записку через третьи руки, а живые переговоры, где стороны сидят рядом и вынуждены слушать друг друга. Это уже не шоу. Это попытка собрать рамку сделки, пусть пока и без картины. Давайте разложим по фактам, что произошло 23-24 января 2026 года и что поменялось к 27 января. ОАЭ, почему именно они и зачем это им? Официальная позиция ОАЭ простая. Мы принимаем диалог, потому что устойчивые решения делаются только через разговор и деэскалацию, снижение напряженности. И отдельно они постоянно напоминают про свой гуманитарный трек. По их данным, ОАЭ провели 17 посредничеств по обменам, и это привело к освобождению 4641 задержанного. Это звучит как бухгалтерия мира, но именно так и выглядит доверие в реальной политике. Кто был за столом и почему не просто поговорили. По данным западных медиа, в Абу-Даби приехали не только дипломаты. Там был состав, который обычно привозят, когда обсуждают вещи уровня линию остановки и кто за что отвечает. Со стороны США фигурируют спецпосланник Стив Уитков и Джаред Кушнер. Со стороны Украины назывались Рустем Умеров и Кирилл Буданов. Со стороны России Игорь Костюков. И ключевой момент обсуждали не один пункт. По сообщениям поднимали территорию, контроль деэскалации и даже отдельные узлы, которые обычно выносятся в самый токсичный раздел переговоров. Что говорят после? Конструктивно, но без результата. К 27 января самая частая формулировка от разных сторон звучит как универсальный дипломатический антисептик – конструктивно. Кремль через Пескова признает, да, переговоры были конструктивными, но прорыва нет и работы впереди много. И одновременно появляется конкретика по продолжению. Следующая встреча ожидается уже на этой неделе. По данным источников, обсуждают возвращение в ОАЭ уже в воскресенье 1 февраля 2026 года. Запомните эту мысль. Дата встречи не дата мира. Это просто дата следующей серии. Где все уперлось? 3 узла, которые не развяжешь красивой пресс-конференцией. Первый – территория. Это не спор про линию на карте, это спор про легитимность, признание правил. И тут сейчас самое жесткое. По Reuters Кремль снова подтверждает требования, чтобы Украина уступила весь Донбасс, включая территории, которые Россия не контролирует. Там же всплывает формула Анкориджа, набор условий, которые по сообщениям связывают с предыдущими договоренностями США и РФ. Отдать весь Донбасс и заморозить линию фронта в остальных местах. Проблема в том, что для Киева это выглядит как подпись по тем, что завтра будет считаться капитуляцией. Для Москвы как минимальная цена входа, без которой смысла нет. Второе. Гарантии безопасности. Украина говорит, нам нужна бумага, которая реально работает. Зеленский публично заявил, что документ по гарантиям США для Украины на 100% готов. Осталось определить место и время подписания, а дальше ратификация этого утверждения в Конгрессе США и в украинском парламенте. Но тут же появляется второй слой, самый неприятный. Reuters пересказывает публично FT. Администрация Трампа якобы увязывает гарантии безопасности с тем, что Киев должен согласиться на сделку, где есть уступки по Донбассу. При этом Белый дом спорит с такой трактовкой и говорит, что роль США – свести стороны, а не навязать условия. То есть на языке протокол полночь вам предлагают страховку, но мелким шрифтом страховка включается только после того, как вы подпишете акт передачи спорного имущества. Третье. Прекращение огня и контроль. Даже если стороны внезапно скажут «хорошо, стоп», дальше начинается самое сложное – как фиксировать нарушения, кто мониторит, кто считается нарушителем и какая цена за срыв.
По данным американских чиновников, обсуждали широкий спектр военных и экономических вопросов, включая вариант прекращения огня до большой комплексной сделки. И вот тут обычно ломаются все быстрые «мир за 24 часа», потому что мир – это не фраза, это инструкция, а инструкцию никто не хочет подписывать так, чтобы потом оказаться крайним. Так мира не будет? Если вопрос «мира не будет» значит быстро и красиво, с ленточкой и общей фоткой, то на 27 января ответ холодный. Похоже, что нет. Сейчас это выглядит как торг за рамку, где каждый пункт может взорваться в парламенте, в армии, в обществе. Но если мир – это хотя бы пауза или заморозка, то окно теоретически есть, просто цена этой паузы страшно политическая. Потому что все двигаются так, как двигаются системы, медленно, закрыто, через формулировки, через тесты на реакцию. 3 сценария, которые я бы держал в голове, без гаданий на кофейной гуще. Сценарий первый. Перемирие как первый этаж. Стороны могут попытаться собрать короткий режим прекращения огня с мониторингом, наблюдением и минимальным набором правил. Но даже это будет не мир, а не стреляем какое-то время. Сценарий второй – переговорный сериал. Каждая сторона копит аргументы, чтобы потом сказать «мы были готовы, это они все сорвали». Для внутренней аудитории это иногда важнее, чем сама сделка. Сценарий третий – давление на слабое место. Если правда, что гарантии увязывают с территориальными уступками, то это попытка вынуть главный стопор из механизма. Вопрос только в том, не сломает ли это всю конструкцию раньше, чем она заработает. Итог. Абу-Даби не отменил войну. Он включил процесс, где стороны уже не могут делать вид, что они вообще не разговаривают. Это может быть началом большого пути, а может быть просто дорогим способом потянуть время. Напишите в комментариях, вы верите в сценарий «Реальная сделка» или это переговорный сериал, и кому сейчас выгоднее тянуть. Дальше у нас 2 логичных продолжения. Выбирайте, что ближе, и продолжим там. Трамп поставил Европу к стенке, 25% пошлины из-за Гренландии. А второй выпуск – Абу-Даби, США, Россия и Украина сели за один стол, что решают прямо сейчас. Протокол. Полночь. Конец связи.